друзья! Начинаем наш сегодняшний эфир. Представлюсь, зовут меня Вожаков Сергей Валерьевич. По специальности я врач-инфекционист и врач-вирусолог. Сегодня мы проводим совместный эфир с Россотрудничеством. Эфир называется «Русский врач рядом». И я веду свою трансляцию из такой страны, как Грузия. Что хочется сказать? Сейчас, конечно, помимо того, что есть пандемия коронавирусной инфекции, есть инфодемия, которая связана с этой темой. Ну, то есть сейчас о коронавирусной инфекции не говорит, наверное, только ленивый. И задача вот этого эфира, она состоит в том, чтобы все-таки постараться дать более правильную, более объективную информацию именно от профессионалов. Ну, во-первых, надо сказать, что коронавирусная инфекция – это инфекция, которая не возникла вдруг и случайно. Это инфекция, которая известна с середины прошлого века ученым. Но до определенного возраста эта инфекция не рассматривалась как серьезная инфекция, потому что она занимала примерно где-то около 20% в структуре заболеваний, респираторных заболеваний, в основном у детей, и всегда протекала в легкой форме. Никогда она не была тяжелой, никогда она не приводила к летальным исходам. Кроме того, биологи знали, что и у животных, у птиц, у пресмыкающихся тоже есть свои разновидности коронавирусной инфекции, но при этом никогда не фиксировалась передача коронавирусов животных человеку. Ситуация изменилась в 2002-2003 годах, когда произошла вспышка атипичной пневмонии, то есть неизвестной вирусной пневмонии. Это произошло в Китае. И эта вспышка показала всему миру, что коронавирусная инфекция – это инфекция серьезная, это инфекция очень необычайная, со знаком минус, потому что летальность составила около 11%. Та эпидемическая вспышка, которая была в 2002-2003 годах, она не была пандемией. Она касалась небольшого количества стран и достаточно быстро была локализована. Следующая вспышка произошла в 2015 году, это совсем недавно, и это произошло на Ближнем Востоке. И вот эта вспышка, она с одной стороны привела к заражению небольшого количества людей, всего 2500, но 800 человек, из них даже, по-моему, и больше, были погибшие. То есть уровень летальности был 34%. И вот, наконец, сейчас нынешняя вспышка, которая возникла в конце 2019 года, она имеет черты сходства с предыдущими вспышками, но имеет свое отличие. Прежде всего мы говорим о том, что эта вспышка перестала быть эпидемической вспышкой, она перестала быть проблемой одного государства, а она перешагнула не только страны, но перешагнула уже континенты. Поэтому с 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что вот эта вспышка, эпидемия коронавирусной инфекции уже считается пандемией. И таким образом сказать, что в мире не осталось стран или не останется стран, где не будет заразившихся лиц, не будет заболевших лиц, в общем-то, это беспочвенно. То есть никого эта инфекция, она не минует. Соответственно, это первое основное отличие вот этой вспышки. Второй момент. То, что достаточно большой серьезный вызов, это инфекционное заболевание, большой вызов для национальных систем здравоохранения. Никогда до этого в истории человечества таких нагрузок на систему общественного здравоохранения не было. И не всегда и не во всех странах национальные системы здравоохранения оказались готовы к сдерживанию этой эпидемии, этой пандемии. И результатом является достаточно высокая летальность. Если мы говорим о летальности в относительных цифрах, это одно, если мы говорим в абсолютных цифрах, это другое. И я чуть об этом позднее скажу. Так вот, соответственно, это вот основные особенности данной пандемии, которые отличают ее от предыдущих
вспышек коронавирусной инфекции. Третья особенность заключается в том, что пока не разработано каких-то схем терапии, которые в 100% случаев или хотя бы в 90% случаев приводили к удалению вируса из организма и способствовали более быстрому излечению. Сейчас огромное количество клинических групп во всем мире, институтов занимается оценкой эффективности разных схем терапии, разных препаратов. Достигнуты определенные успехи, но говорить о том, что получено какое-то чудесное средство или имеется какой-то единый протокол введения таких, это было бы неправильно. Все идет в процессе разработки. Что еще хочется сказать по этой инфекции? Сейчас такая стратегия, как оставаться дома, она является, наверное, наиболее правильной. Я веду свою трансляцию, находясь в режиме самоизоляции. Почему это важно? Важно это потому, что если вы будете находиться в самоизоляции, то тем самым количество социальных контактов у вас будет уменьшаться. Таким образом, и риск заражения вирусной инфекцией, заражения именно вас, и заражение других людей будет происходить более медленными темпами. То есть смысл самоизоляции не в том, чтобы вообще полностью обезопасить себя от риска заражения. Пока около 80% населения планеты Земля не будет инфицировано, вот эта пандемия, она на спад не пойдет, либо пока не начнут массово применять вакцинацию. Но если мы будем в определенном смысле соблюдать вот эту стратегию самоизоляции, то таким образом взрывного характера распространения инфекции не будет. И таким образом мы будем говорить о том, что не будет нагрузки на национальные системы здравоохранения. Ведь что получается сейчас в ряде стран? В тех странах, где не успели подготовиться к этой эпидемии, к пандемии, там практически национальные системы здравоохранения не захлебываются. Что происходит, допустим, в Италии? Я это знаю лично по общению со своими коллегами, кто занимается оказанием помощи людям, заразившимся вот этой инфекцией. Там происходит что? Происходит одномоментное большое поступление числа большого количества заболевших, и ресурсы таковы, что не всем одновременно можно помочь. И в принципе и в действие вступает так называемая пироговская сортировка. Это когда одновременно, это был такой ученый Пирогов, который во время Крымской войны 1855 года придумал вот эту сортировку, когда поступает большое количество пораженных, в данном случае зараженных, и надо отсортировать. Кого спасать не имеет смысла, потому что большой процент летальности и вероятности смертельного исхода, а кому надо помогать. Так вот, получается, что сейчас в той же самой Италии лица пожилого возраста, они попали вот в эту группу, и фактически им медицинская помощь не оказывается. И если бы не было бы вот этой беспечности, а итальянцы, они очень открытые, очень контактные люди, если бы не было этой беспечности, и люди бы не ходили друг к другу в гости, не обнимались, не целовались, не находились бы в социальном близком контакте, то вот этого взрывного заражения большого количества людей не произошло. Соответственно, не было бы и большого количества летальных исходов. Поэтому поймите, пожалуйста, что самоизоляция – это способ избежать коллапса национальной системы здравоохранения. Чтобы не получилось так, что если вы заразитесь и вас доставят в лечебное учреждение, чтобы вам досталась койка, чтобы вам достался аппарат ИВЛ, а не отправили вас во вторую очередь в палату ожидания. А там можно не дождаться. Кроме того, очень важный момент самоизоляции заключается еще в том, что вирус, когда проходит через человеческий организм, то он, естественно, пытается бороться с организмом человека, а иммунная система человека, она борется с вирусом.
И в результате вот этого взаимодействия происходит мутация вируса. Как правило, мутации происходят под воздействием иммунной системы человека, и мутации приводят к ослаблению вируса. И чем длительный процесс нахождения в организме человека, чем большее количество пассажей будет проходить, чем больше промежуток времени будет проходить, тем на выходе будет вирус менее агрессивным. Поэтому мы говорим о том, что когда в какую-то страну приходит коронавирус, то первые недели они самые напряженные, самые опасные, потому что вирус наиболее агрессивен. Как только проходит примерно где-то месяц-полтора, вирус начинает мутировать, начинает ослабляться, и таким образом к моменту завершения вот этого большого подъема вирус уже слабее. Поэтому, оставаясь дома, вы тем самым, скажем так, свои шансы на заражение тяжелой разновидностью вируса вы снижаете очень сильно. Далее, вы должны понимать, что если вы молоды, если вы относительно здоровы, то вы можете даже и не заметить, как вы заболели вот этой инфекцией. Либо это будет протекать в какой-то очень легкой форме, либо даже вообще бессимптомно. Но при этом вы можете выделять вирус и заражать своих родных, близких, знакомых, друзей, даже в принципе незнакомых людей, которые относятся к группам риска. Поэтому, дорогие друзья, я убедительно вас прошу, оставайтесь в самоизоляции и сокращайте до какого-то минимума вот эти контакты. Вот это очень важная стратегия. Вторая важная стратегия – это модификация образа жизни. Что это означает? Это означает, что люди, имеющие определенные вредные привычки, имеют риск заражения больше и протекания тяжелых форм инфекции более выраженным образом. Но, допустим, уже доказанным фактом является то, что люди, которые курят, то есть табакокурение, у них количество рецепторов ACE2, ACE2 на поверхности слизистых нижних дыхательных путей на порядок или даже на 2 порядка больше, чем у некурящих. Именно вот эти рецепторы, они в данном случае как раз способствуют прикреплению вируса. И таким образом люди курящие имеют риск заражения больше, и они имеют риск более тяжелых форм заболевания. Поэтому самое прекрасное время на самоизоляции – отказаться от курения. И есть уже такие наблюдения, которые показывают, что если человек отказывается от табакокурения, то буквально через 2 недели количество этих рецепторов у него уменьшается до нормального значения. Поэтому модификация образа жизни, связанная с отказом от курения, это важная стратегия. Почему такое большое количество сейчас молодых лиц находится в реанимации на аппаратах ИВЛ? 80% этих людей – это люди курящие. Поэтому само по себе преимущество молодого возраста, оно очень относительное. Если молод, но если человек курит, то, конечно, риск заражения тяжелыми формами летального исхода больше. Далее, гипертоническая болезнь. Люди, которые страдают гипертонической болезнью и принимают препараты, блокаторы ангиотензин превращающего эффект фермента, они тоже находятся в группе риска. Посмотрите, что опять происходит в европейских странах. Большое количество пожилых пациентов, которые принимают годами вот эти препараты для нормального протекания гипертонической болезни, и у них в легких тоже количество вот этих рецепторов под воздействием этих препаратов увеличивается. Поэтому мы говорим о том, что гипертоническая болезнь – это болезнь, которая имеет сложный характер происхождения, но если человек находится в состоянии обезвоживания, в состоянии интоксикации, а это характерно для большинства современных людей, то таким образом риск сгущения крови, нагрузки на сердце, повышения артериального давления, он очень и очень высокий.
Поэтому следующая стратегия, это стратегия по модификации образа жизни, это соблюдение питьевого режима. Как бы это ни звучало просто и даже для некоторых может быть смешно, но чистая питьевая вода, она поддерживает гидратацию организма на приемлемом уровне, и таким образом сгущение крови и нагрузки на сердце, на сосуды в такой мере не происходит. Третий момент. Сейчас большое количество людей фактически с утра до вечера изучает статистику по коронавирусной инфекции и задается себе вопросом, заражусь ли я, заболею ли я, умру ли я или останусь я жив. И понятно, что это как дамоклов меч над многими людьми висит, и упадет или не упадет. И, конечно, человек, находясь в таком состоянии, он находится в стрессе, он испытывает отрицательные эмоции. А мы с вами знаем, что длительное выделение гормонов стресса, а это адреналин, норадреналин, это кортизол, приводит к снижению иммунитета. Я не говорю о том, что надо радоваться, петь песни и там что-то еще, хотя это в принципе неплохо. Но вопрос весь в том, что если вы будете нацелены на правильное понимание ситуации, если вы не будете паниковать, если вы будете свое время занимать изучением, получением новых интересных знаний, общением с родными, с близкими, то у вас просто не будет оставаться времени на вот эти все моменты. Поэтому, пожалуйста, переключайтесь психологически. Это очень важный момент. Четвертая стратегия, которая позволяет не заразиться или снизить риск заражения, это хорошо известные рекомендации, которые дают мои коллеги, которые и я буду подтверждать. Это несколько простых правил. Постараться при возможности оставаться изолированным и покидать свое жилище только в случае необходимости. Необходимость – это вынос мусора, это покупка продуктов, ну, это какие-то еще там очень небольшое количество каких-то дел. Во-вторых, постараться не посещать большие закрытые помещения с большим количеством людей и сохранять социальную дистанцию. Обязательно необходимо мыть руки и использовать антисептики или санитайзеры. Ни в коем случае не трогать руками нос, рот, глаза. Если вы чихаете, соответственно, чихать в локоть. На открытом воздухе маски не надо носить, но если вы идете в закрытое помещение через улицу, маски вы, пожалуйста, одевайте. Маски в большей степени нужны людям, которые осуществляют уход за больными членами семьи, либо если человек заболел, чтобы не было дальнейшего разноса инфекции, соответственно, маски можно использовать. Сейчас мы сделаем с вами паузу для ответов на вопросы, дорогие друзья.
Значит, сейчас я поотвечаю на те вопросы, которые пришли на эфир. Значит, был вопрос: у ребенка легочная гипертензия, можно ли какие-то рекомендации выдать, кроме того, что строгая изоляция? Но на самом деле я уже говорил о том, что препаратов направленного профилактического действия пока сейчас нет. Единственным направленным препаратом профилактического действия рассматривается вакцина. Вакцина пока не создана. Единственное, что могу сказать, что необходимо будет проконсультироваться с врачом-кардиологом, потому что легочная гипертензия – это всегда есть результат сердечной патологии, и, может быть, с доктором-кардиологом проговорить увеличение дозировки тех препаратов, которые применяются, достижения давления в системе легочной артерии, ну, допустим, цингелофил. Препарат можно в этом случае применять. Далее вопрос потери обоняния, потеря вкуса при нормальной температуре, при отсутствии насморка является ли симптомом, который может указывать на коронавирусную инфекцию. Описана действительно такая симптоматика, как потеря вкуса, потеря обоняния. И если человек молод, то у него может совершенно точно не быть тяжелых проявлений. Поэтому вот этот симптом, он достаточно серьезный, и надо продолжить наблюдение. Если к этим симптомам присоединятся симптомы поражения дыхательных путей, кашель, одышка, боли в горле, в груди, то тогда, конечно, не надо ждать и гадать на кофейной гуще, необходимо будет вызвать на себя медицинского специалиста, бригаду, и таким образом уже вас доставят в учреждение, либо на дому проведут тестирование, и уже будет четко и понятно. Какие еще вопросы приходят по коронавирусной инфекции? Я сейчас зачитаю. Значит, вакцина от коронавируса, перспектива использования. Значит, несколько стран уже приступили к процессу разработки, внедрения, исследования вакцин. Сделали они это практически, можно сказать, одновременно, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позднее. Но вы должны понимать, что таковы правила исследования разработки иммунобиологических препаратов, а вакцины – это иммунобиологические препараты, что ожидать получения вакцины буквально где-то там через 3, через 6 месяцев было бы, конечно, легкомысленно. В лучшем случае вакцину можно будет получить через 9, через 12 месяцев. Поэтому пока вакцины нет, все-таки вот те стратегии, которые я говорил в первой части эфира, они остаются наиболее эффективными. Далее, следующий вопрос, какие средства от ВИЧ, от малярии можно применять как способ защититься с целью профилактики? Дорогие друзья, я вас буду предостерегать от самостоятельного применения каких-то препаратов, потому что, повторюсь, что разработанных и проверенных и эффективных с точки зрения доказательной медицины каких-то противовирусных препаратов, их нет. Более того, препараты, допустим, от той же самой малярии, которые применяются для лечения малярии, у них достаточно большое количество серьезных побочных эффектов. И сейчас, в общем-то, вообще стоит вопрос, надо ли эти препараты при коронавирусной инфекции применять у пациентов, не имеющих клинических проявлений, либо имеющих легкое течение, потому что побочные эффекты достаточно выражены. И эти препараты, о которых мы говорим, они применяются только стационарно. Поэтому самостоятельно не рекомендую. Далее. Группа риска и синергия с другими заболеваниями. Ну, я уже говорил о том, что курение, гипертоническая болезнь, лишний вес, сахарный диабет – это те заболевания, или вернее, это люди, у которых эти заболевания снижают иммунитет и происходит более тяжелое течение коронавирусной инфекции. Как происходит заражение? Значит, чем опасен COVID-19? Заражение происходит преимущественно воздушно-капельным путем. Заболевание относится к заболеваниям с высокой степенью заразности. Есть так называемое число R. И чем больше это число,
тем вероятность выше заражения окружающих. Так вот, для коронавирусной инфекции COVID-19 вот это число R, оно составляет примерно где-то, ну, по разным данным, в среднем где-то 3-3,5. То есть один человек зараженный может заражать, соответственно, не менее 3 других людей. И это объясняет вот такой большой размах этой пандемии. К слову сказать, когда говорят, что вирус гриппа при вирусе гриппа заражается гораздо большее число людей, и поэтому COVID-19 может быть не такая серьезная инфекция, здесь надо помнить следующее, что а, число R при гриппе значительно меньше, составляет примерно где-то полтора, но инкубационный период при гриппе гораздо меньше, и поэтому цикл между заражениями он очень короткий, поэтому нарастает количество заразившихся лиц гораздо быстрее. Но опять же мы должны понимать, что COVID-19 имеет летальность значительно более высокую, чем гриппозные инфекции. И поэтому относиться к COVID-19 как к очередной респираторно-вирусной инфекции, которая не страшнее обычного гриппа, я бы не стал. Все-таки это серьезная инфекция. По механизму поражения организма. Что происходит? Происходит прежде всего формирование массивной двухсторонней вирусной интерстициальной пневмонии. И фактически воспалительный процесс разыгрывается в легочной ткани, разыгрывается в самых конечных отделах легочной ткани, там, где происходит газообмен, то есть всасывание кислорода и выделение углекислого газа. Этот процесс нарушается, и в итоге у пациента развивается разной степени выраженности дыхательной недостаточности, кислородной недостаточности, гипоксия, гипоксемия. И вот этот механизм, он является ведущим в возникновении летальных исходов. То есть большая часть, самая значительная часть людей, погибших при коронавирусной инфекции, это люди, которые имели вот эту двухстороннюю пневмонию. Далее, почему же возникает иногда очень бурные, трагические такие исходы у молодых лиц? Дело в том, что при коронавирусной инфекции введено такое понятие, как цитокиновая буря. Это когда вирус попадает в организм, а иммунная система, не имея опыта встречи с этим патогеном, она бросает на встречу все свои ресурсы. И прежде всего начинает массивно, в большом количестве, постоянно вырабатывать так называемые цитокины. Это белки, которые должны вот этот вирус нейтрализовать. Но особенность этих цитокинов такова, что их концентрация возрастает больше, и они начинают уже воздействовать на свои органы и ткани. И вот эта гиперреакция иммунной системы, она часто завершается неблагоприятно. Далее мы говорим о том, что по современным представлениям COVID-19 может иметь мишенью эритроциты. Это клетки крови, красные кровяные тельца, основной функцией которых является перенос кислорода. И таким образом разрушение эритроцитов, оно приводит к тому, что возникает тяжелая степень анемии, и это тоже усугубляет кислородную недостаточность. Вот так бы я говорил говорил о основных механизмах повреждения, об основных механизмах летального исхода. Что еще представляется интересным? Интересно то, что несколько стран, а именно Российская Федерация и Германия, при достаточно большом количестве зараженных лиц, при достаточно больших темпах нарастания заражения, тем не менее, по показателю летальности находятся, ну, в относительных цифрах не на первых местах. Почему? Потому что существует мнение, что население этих стран, им проводилась вакцинация против туберкулеза, это вакцина БЦЖ, и определенным образом вакцина БЦЖ, она выступает как
иммуномодулятор, модулятор иммунного ответа, и таким образом люди, имеющие прививку от туберкулеза в виде БЦЖ, имеют меньше рисков. Но пока сейчас это а, предварительное заключение, но, по всей видимости, действительно много правды вот в этом предположении. Так, так. Вопросы. Сейчас я зачитаю еще вопросы. В России было очень много случаев пневмонии осень-зима. На Кипре тоже много тяжело болели. Ваше мнение, это уже был коронавирус? Действительно, значит, вопрос правильный. Вероятнее всего, да. Вероятнее всего, да. Это, возможно, уже была коронавирусная инфекция. Сейчас сказать однозначно невозможно. Необходимо тех лиц, которые перенесли пневмонию в конце 2019 и в самом начале 2020 года, необходимо тестировать на наличие антител. И если у этих лиц, у которых был установлен диагноз пневмония, но не была установлена причина, и если у них будут выявлены антитела COVID-19, соответственно, да, это именно таким образом. Поэтому сейчас мы тоже можем только предполагать, но окончательно можно сказать только, если мы этих лиц подвергнем обследованию на антитела. Как распознать? Вопрос, как распознать коронавирус с первых проявлений, как не перепутать его с аллергией? Ну, во-первых, аллергические заболевания, они крайне редко сопровождаются повышением температуры. Если температура есть, она, как правило, субфебрильная, 37-37,1. При коронавирусной инфекции все-таки температура, она практически есть у каждого пациента, и уровень температуры всегда выше. То есть либо это высокий субфибрилитет 37,5, 37 и 6,7, либо это уже фибрильная температура 38 или там уже даже выше. Это первый признак. Второй признак. При аллергии, как правило, происходит выделение, если мы говорим аллергический ринит, это выделение серозное, это водичка бежит из носа, это чихание и, соответственно, слезотечение. Аллергический ринит, аллергический конъюнктивит. При COVID-19 происходит заложенность носа и практически наружу ничего не выделяется. Далее, потеря вкуса, потеря обоняния. Мы уже об этом говорили. Для аллергии может быть снижение обоняния, но вот для COVID-19 примерно где-то у 15-20% зараженных может отмечаться стойкое выраженное отсутствие вкуса и реакции на запахи. Далее, аллергия, она имеет длительный период, и, как правило, это весна, совпадает с цветением каких-то растений, трав, и никакой цикличности нет. При COVID-19 с первых дней появляется покашливание, кашель, плохое самочувствие, и вот это состояние, оно прогрессивно ухудшается примерно где-то с 5, 7, 8 дня, когда наступает резкое ухудшение, кашель, боли, стеснение, боли в груди, стеснение в груди, чувство нехватки воздуха, одышка, и вот уже тогда происходит развертывание вот этого симптома комплекса, вот этой пневмонии. Поэтому достаточно, скажем так, разная клиническая картина. Но, дорогие друзья, не будем забывать о том, что человек, аллергик, может заразиться COVID-19 точно так же, как человек, не имеющий. Поэтому, если самочувствие ваше не очень, если есть какие-то угрожающие симптомы, боль в груди, кашель, чувство нехватки воздуха, то не надо сидеть гадать на кофейной гуще, все-таки надо вызвать специалистов на себя и уже провести тестирование. Еще вопросы? Мутабельность у данного вируса высокая. Значит, я уже говорил о том, что коронавирус
COVID-19, он мутирует в организмах людей. Не сказать, что мутабельность высокая, мутирующая способность, но тем не менее это происходит. Вообще надо сказать, что РНК, содержащие вирусы, а именно к РНК, содержащим вирусам относится COVID-19, это вирусы, которые обладают высокой мутирующей активностью. И это что означает? Это означает, что будут определенные сложности с созданием вакцины, потому что ученые ищут тот стабильный центр вируса, который ни при каких условиях не меняется, не мутирует. Так вот, вирус, меняясь, он делает процесс создания вакцины очень непростым. Это такая же ситуация, как с вирусным гепатитом С, с ВИЧ-инфекцией. Это тоже высоко мутирующие РНК, содержащие вирусы, поэтому создать на них вакцины практически пока не удается. Но если мы говорим в целом, то в целом из РНК, содержащих вирусов, коронавирус – это вирус с невысокой степенью мутирующей активности. Но, тем не менее, мы должны быть готовы к тому, что коронавирус, он останется в человеческой популяции, как вирус гриппа закрепится, и будут происходить с определенной периодичностью мутации в геноме этого вируса, и таким образом мы можем говорить о том, что сейчас в структуре респираторно-вирусных инфекций коронавирус займет свое, ну в кавычках, почетное место наряду с вирусом гриппа, и, скорее всего, ситуация будет развиваться как с гриппозной инфекцией. То есть каждый год будет приходить какая-то разновидность коронавируса. Более опасна или менее опасная, потому что мы знаем, что грипп, есть разные штаммы вируса гриппа, которые протекают очень легко, а есть, которые протекают очень тяжело. Поэтому вот с коронавирусной инфекцией именно такая ситуация. Как восстанавливаться после перенесенной пневмонии? Значит, смотрите, какие здесь основные болевые точки. Мы говорим о том, что большинство людей, перенесших тяжелую форму этого заболевания, либо средне-тяжелую форму заболевания, у этих людей отмечается поражение, тотальное поражение легочной ткани. И на месте вот этого воспаления организм формирует рубцовую ткань. И это называется пневмофиброз. И, соответственно, это приводит к тому, что нарушается функция внешнего дыхания, и легкие хуже пропускают кислород. И у этих людей возникает разная степень дыхательной недостаточности. Проблема очень серьезная, потому что пока решение, как же справляться после перенесенной коронавирусной пневмонии с данным фиброзом, пока сейчас вопрос не решен. Но я знаю, что мои коллеги-пульмонологи и в России, и за рубежом, они активно эту проблему сейчас решают. И есть уже определенные наработки, которые говорят о том, что определенные схемы терапии позволяют рассасываться вот этой ткани рубцовой, и таким образом плавно, постепенно происходит восстановление функции внешнего дыхания. Но в любом случае мы говорим о том, что человек, перенесший эту пневмонию, какие-то моменты, которые мешают восстановлению, они должны быть устранены. Поэтому если человек решил вдруг опять покурить и опять втянулся, то, конечно, это будет очень плохо. Если человек работал на каком-то химически вредном производстве, и он опять же выйдет туда же, в эти же условия, то это будет, конечно, очень плохо. Далее мы говорим, что если у человека есть какие-то хронические очаги инфекции, хронические воспалительные реакции, ну, например, у человека, предположим, имеет место хронический вирусный гепатит, неважно какой природы, и у него отмечается фиброз печени, то процесс фиброзирования он универсален, и поэтому, если мы не будем работать с печенью, то, соответственно, мы тоже не сможем этот вопрос, фиброз легких, эффективно убрать. Далее мы говорим о том, что происходит выраженное снижение иммунитета. Вот когда я говорил о том, что вот эта цитокиновая буря, она разыгрывается в организме инфицированного человека, это означает, что потом наступает состояние резкой анергии, обессиленности. То есть и иммунная система снижает уровень реагирования, и человек становится более восприимчив к другим инфекциям. Поэтому, если мы говорим, что это, например, человек, перенесший коронавирусную инфекцию, пневмонию, предположим, это, ну, допустим, педагог,
там, воспитатель детского сада и еще где-то, то, соответственно, надо подумать о том, чтобы количество контактов в профессиональном плане надо было ограничить. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что здоровые привычки, здоровый образ жизни, они являются основополагающими. Если человек начал после перенесенной инфекции курить, алкоголь употреблять, там, не дай бог, психоактивные вещества, что-то еще, то, конечно, восстановление будет происходить гораздо медленнее. Вот так бы я ответил на вопрос, как восстанавливаться. Вопрос, как-то вирус влияет как-то на обоняние? Я уже об этом говорил, что снижение обоняния, снижение вкуса рассматривается как один из симптомов начального периода коронавирусной инфекции. А, Обоняние потом возвращается. Это, опять же, по статистике тех случаев, которые есть, обоняние начинает возвращаться, когда происходит ухудшение. То есть обоняние пропадает с первых дней заболевания, ну, примерно где-то к пятому-восьмому дню оно возвращается. Но, с другой стороны, вернулось обоняние, но возникла пневмония. Вот так бы ответил на этот вопрос. Так, еще вопросы. Почему на 2 недели, значит, необходим карантин и почему на 2 недели? Что такое карантин? Карантин – это когда мы изолируем человека, который имел контакты, на 2 недели. 2 недели в данном случае определены потому, что это наиболее длительный период, длительность инкубационного периода. Чаще всего, конечно, от момента заражения до момента появления первых клинических признаков проходит меньший период времени – 5-7 дней. Но максимально 14 дней может проходить, и чтобы не получилось, что мы преждевременно выпустили человека, у которого может быть в этот период скрытым в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, выпустили к людям, и он начал заражать людей, это, конечно, недопустимо. Поэтому такое количество людей сейчас находится в мире под наблюдением. Что еще? Дорогие друзья, ну, я бы тогда, наверное, хотел рассказать еще, пока сейчас вопросы, те, которые есть, сейчас есть. Я бы хотел устроить перекличку, понять, в каких странах, в каких государствах вы проживаете. И пока вы пишете, откуда вы родом, где вы находитесь, я бы хотел немного рассказать о ситуации в Грузии, в стране, где я проживаю. Значит, я хочу сказать, что Грузия находится территориально, географически таким образом, что вокруг достаточно много больших стран, где большое количество людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, где большое количество лиц, погибших от коронавирусной инфекции. Мы говорим о том, что, допустим, такое государство, как Иран, Турция, сейчас в Российской Федерации начинает увеличиваться количество заболевших, инфицированных лиц. И при этом мы говорим о том, что в Грузии относительно немного заболевших лиц, всего 400 с небольшим человек, это те люди, у которых подтвержден вирус. И я могу сказать, что это не потому, что здесь как-то людей не тестируют. Тестируют очень много, очень активно. То есть грузинское правительство, оно очень ответственно подходит к вопросу сохранения общественного здоровья, поэтому тестирование проводится. Погибших на 400, на 400 человек, ну почти 430 человек на сегодняшний день, 5 человек погибло. Конечно, это жаль, что так произошло. Каждая потерянная жизнь – это трагедия, но надо отдать должное моим коллегам, которые работают самоотверженно, которые работают правильно. И в итоге в Грузии вот такой невысокий уровень летальности. Понятно, что ситуация меняется, понятно, что цифры будут меняться, но то, что меры, принимаемые грузинским правительством и органами национальной системы здравоохранения работают и они эффективны, это абсолютно точно. Совсем буквально недавно ВОЗ отметила стратегию
защиты общественного здоровья именно в плане профилактики заражения и летальности COVID-19 в Грузии как очень правильную, очень высокого уровня стратегию. Вот, поэтому мы говорим о том, что есть страны, которые подготовились, есть страны, которые не успели подготовиться. К сожалению, многие западноевропейские страны, руководство этих стран, жители этих стран подошли к вопросу, на мой взгляд, абсолютно несерьезно и в итоге имеют то, что имеют: большой уровень зараженности, большой уровень летальности. Вот, но еще раз говорю, что те меры грузинского правительства, которые введены, они представляются очень правильными. Очень правильно то, что государство здесь очень хорошо, при небольших ресурсах, очень хорошо выстраивает экономическую политику, политику поддержки своих граждан. И наблюдая за разными другими странами, где ну, практически во многих странах никакой социальной помощи нет, я могу сказать, что в Грузии в этом плане ситуация намного более лучшая, чем в других странах. Еще вопросы, да? Да, и еще один вопрос. Как легче, быстрее восстановиться? Ну, я уже на этот вопрос отвечал, как легче и быстрее восстановиться. Постараться модифицировать свой образ жизни, то есть те вредные привычки, которые у вас были до заболевания, постараться от них избавиться окончательно. Это курение, алкоголизация, потребление психоактивных веществ. Постараться не употреблять бесконтрольно какие-то лекарственные препараты по поводу, без повода, то есть не заниматься самолечением. Если у вас, предположим, работа была связана с большим количеством контактов с людьми, постараться поискать какую-то работу, которая не будет связана с большим количеством контактов с людьми, потому что вы будете более восприимчивы. И если работа связана с каким-то химически активным вредным производством, какие-то производственные вредные условия, то постараться определенного либо переквалифицироваться, либо попросить работодателя, чтобы вас перевели на другую работу, менее вредную, ну, вот именно с точки зрения воздействия химических веществ. Ну и, собственно говоря, наверное, на этом мы завершаем наш эфир. Дорогие друзья, то, о чем я говорил, можно будет посмотреть в записи. У меня на моем YouTube-канале доктор Вожаков тоже очень много полезной, очень важной информации. Вы можете зайти в YouTube, посмотреть. Если будут какие-то вопросы частного порядка, буду рад быть вам полезным. Будьте здоровы, берегите себя. И еще раз, пожалуйста, оставайтесь дома. Это наиболее правильная стратегия. И постарайтесь заботиться о себе и о своих родных и близких людях. Всего хорошего. До свидания.